Круизный лайнер Grand Voyager попал в сильный шторм. Круизный лайнер Grand Voyager был построен на верфи Гамбурге, Германия. Был спущен на воду 14 июля 1999 года под названием Olympic Voyager. Он имеет длину 181 метр, ширину 26 метра и осадку 7,30 метра. Его максимальная пассажировместимость составляет 836 человек, а экипаж 360 человек. Судно было спроектировано так, чтобы быть быстрым и иметь рабочую скорость 28 узлов. Его максимальная скорость составляет 30 узлов, что, безусловно, сделало эти корабли одними из самых быстрых круизных лайнеров на плаву. Корабли предназначались для обслуживания 3 континентов за неделю – Европа, Азия и Африка, а для этого требовалась скорость. Корабль был доставлен в Китайскую Республику 15 июня 2000 года, а 22 июня он был назван в Пирее, который также является ее портом приписки. Он начал плавание только по Средиземному морю, и ее первый круиз отправился из Пиреи 24 июня. Он совершил серию 7-дневных круизов с заходом в 7 портов. Зимой ее круизы отправлялись из Форт Ладердейла во Флориде, откуда он плыл по Карибскому морю и совершал более длительные круизы по реке Амазонка. В мае 2004 года она была продана с аукциона и переименована в Voyager. Судно было зафрахтовано на 2 года с возможностью продления на более длительный срок испанскому оператору Iberjet. Ее первый круиз по испанскому рынку начался 28 июня 2004 года в Валенсии, и она отправилась в плавание по Средиземному морю в направлении Iberjet. В первые месяцы 2005 года попали в шторм 2 круизных лайнера – MV Grand Voyager и его сестра National Geographic Explorer были серьезно повреждены из-за волн убийц. Это случается не так часто, но для 2 сестерских кораблей быть пораженными этими гигантскими волнами в течение 19 дней и в разных частях света – это было неожиданно для компании. Первым встретил волну National Geographic Explorer возле Алеутских островов в северной части Тихого океана 26 января. Высота волны составляла 15 метров, и вода хлынула через потрескавшиеся окна мостов, что привело к повреждениям оборудования. К счастью, корабль, команда и пассажиры-студенты не пострадали. – 14 февраля 2005 года, всего через 19 дней спустя, судно MV Grand Voyager также был поражен гигантской волной, курсировавшей между Балиарскими островами и Сардинией в Средиземном море. Волна высотой от 40 до 50 футов выбила окно на мостике, и попавшая вода вывела из строя управление двигателя корабля. На корабле все пассажиры и экипаж не пострадал. Драматическое видео корабля, беспомощно дрейфующего по течению и перекатывающегося под крайними углами, было снято спасательными вертолетами. Потребовалось несколько часов, чтобы снова запустить 2 из 4 двигателей, и корабль направился в порт Кальяри, Италия. Круизный лайнер был отремонтирован в Генуе и в апреле возобновил рейс. Спустя время судно было продано Бахай Ferry Company из Янтая за $43 миллиона в феврале 2014 года и было переименовано в Chinese Taishan.